привет, с вами Игорь. Сегодня хочу рассказать и показать, сколько у меня платежка моя, вот она, пришла за электроэнергию. Это за первый месяц лета. Ну, в принципе, за второй месяц там так же само, даже еще и немного меньше. Я вот посмотрел по счетчику, сдавал показания по телефону, то там даже еще меньше получается. И обо всем понемногу, про ночной тариф расскажу, как он мне экономит. Кстати, по цифрам, по факту, как у меня вот в платежке написано, так вот и расскажу. Итак, что же я плачу летом? Ну, зимой я уже выкладывал видео, сколько у меня там идет потребление. В основном у меня зимой там тепловой насос тянет электроэнергию. Вот это львиная часть электроэнергии, это уходит на тепловой насос. У меня есть видео, смотрите там в плейлисте. Я оставлю ссылки на плейлисты по тепловому насосу, там по всему, кто первый раз зашел, там по всей своей альтернативе оставлю ссылочки. Вот, то это вот основное потребление у меня идет зимой тепловой насос. Ну там незначительное, конечно, это даже на дрова не натягивает, на цену дров, но тем не менее он больше всего тянет. А вот летом я еще об этом не рассказывал. Вот, и как и мне моя электростанция вот экономит денежки именно летом, так как у меня электростанция, вы уже знаете, кто следит за каналом, она без аккумуляторов, без инвертора, просто сами панели и простенький контроллер, который я пользую чисто на активные нагрузки. Это электроплитка, бойлер, ну летом, вот, чайник, ну, вроде бы и все. Вот. Ну, зимой добавляется отопление, то есть вся энергия уже уходит. Это примерно, ну, я не знаю, какая там осень будет, ну, с сентября, с октября уже подключаю свои тены. А вот летом это все на все. Газа у меня, кстати, вообще нет. Вот, так что все берет электроэнергия на себя. Всю мощность и все. То есть за газ 0, я не плачу ничего. Итак, вот мне пришла платежка. Получается, за первый месяц лета я заплатил 73 гривны 92 копейки. Вот. За второй месяц лета, ну он уже кончился, я уже сдал показатели, там даже на десятку меньше получается, я посчитал, там где-то не 73, а 65, где-то 63 гривны, ну что-то такое. Ну, короче, ерунда там получается. Вот, и что это у меня работает вообще? Вот в эту сумму, ну я считаю, эта сумма незначительная, вот такая, за 2 месяца 140 даже меньше гривен, вот, это как бы можно и заплатить. О, это как бы, ну, цена такая, если бы у меня были бы аккумуляторы и инвертор, то я вообще, наверное, не платил бы, да, за электроэнергию. Но ради вот этих вот 140 гривен летом заводить мне сейчас инвертор за 30 тысяч плюс кучу аккумуляторов, я как бы не вижу смысла в этой, ну для себя, вот в моих обстоятельствах я не вижу смысла вот в этой автономной электростанции. В сетевой вижу под зеленый тариф, да, есть смысл, а вот в автономной, ну мне никак. Ну просто говорить, что я независимый, ну ради чего вложить тысячи, многие тысячи денег, вот, ну, ради этого. А с другой стороны, экономия довольно-таки хорошая получается, потому что вот моя электроплитка, то, что я варю еду, там, ну, все варим, жарим, компот даже вот сварить, 5 литров компота, это тоже, я вам скажу, не быстро оно сваривается, и довольно-таки получается у меня по ваттметрах солнечных 2 полей, я с начала лета их обнулил, вот с начала лета, прямо вот это первого месяца лета в первых числах обнулил. И у меня сейчас там около 300 киловатт уже накрутило. То есть это электроплитка, бойлер иногда включал, ну не часто. Сейчас на улице моюсь в душе, в речке, поэтому бойлер не очень там работает. Иногда. Электрочайник, плитка, все. Вот это вот основное, что у меня тянет сейчас с полей солнечных моих. Вот. А вот эти 300 киловатт, которые уже, да, я сэкономил, если перевести по рубль 68, ну что, ну ночью же я не буду варить есть еду, правильно? Вот, то это уже получается около 500 гривен
около 500 гривен я за эти 2 месяца сэкономил. Заплатил при этом я 140 за 2 месяца гривен получаю. Даже меньше, чем 140, там 130 получается, что-то такое. Вот, так что я вам скажу, экономия довольно значительная. Даже при таком вот примитивном, как у меня, использовании солнечных панелей, такой себе эконом-вариант, да. Вот многие делают автономные электростанции, многие сетевые, многие там и сетевые, и автономная, там гибридная типа. А у меня такая вот свой тип. Третий тип или какой там четвертый тип электростанции. Вот, и не автономная, и не сетевая, ну вот такая, для экономии я называю. Я ее называю для экономии денег. Такая вот у меня солнечная электростанция. Я же говорю, довольно неплохо она экономит. Что сюда вот эти вот деньги, что я заплатил, что входит? У меня работает холодильник от сети, зарядка планшета, компьютер иногда. Вот, ночное освещение, это целую ночь светит. Вот. Ну, телевизор я не смотрю и считаю это вообще такой... Он у меня благополучно поломался еще год назад, и так он у меня стоит, я его даже ремонтировать не хочу, я вам скажу. Вот. Такой ящик абсолютно бесполезный в плане энергопотребления, убыточный. Ну что там смотреть даже по тому телевизору? Интернет есть, YouTube есть, выбери себе в YouTube что хочешь. Там и те же самые новости есть, и фильмы. И смотри себе в любое время, без рекламы. Там. Ну, короче, это не по теме. Ну, короче, телевизор у меня отпал. О, и я этому очень даже рад, что он у меня не ворует просто теперь время, этот телевизор. Абсолютно бесполезная вещь. А вот из потребителей, я же говорю, это свет, зарядка, компьютер и ночное освещение. Вот, ну, и все, что у меня работает. Ну, еще от комаров я втыкаю вот эту. Ну, там вот такие 2 ватта тянет на ночь, что это вообще. Вот, вроде все, больше ничего у меня нет. Вот теперь, вот у меня, кстати, двухтарифный счетчик стоит, и у меня квитанция приходит отдельно. Я сдаю показания по дневному тарифу и по ночному отдельно, у меня цифры идут. И теперь я вот разложу по факту, как у меня происходит эта экономия, сколько я напаливаю днем, ночью, все это как происходит. Итак, у меня получилось за этот первый месяц лета, дневной тариф, по дневному тарифу я напалил 35 киловатт-часов. 35 киловатт-часов. По ночному тарифу я напалил 18 киловатт-часов. Вот заметьте, разница примерно в 2 раза разница, да, ну 18 на 2 примерно получается 36, да, киловатт-часов. В 2 раза разница. Ну, устройство, что я ночью делаю? Я ночью ничего не делаю, но холодильник-то работает и ночью, я же говорю, свет тоже ночью целую ночь светит. То есть разница примерно в 2 раза, а по оплате, по деньгам, у меня получается эти 35 киловатт 58 гривен 80 копеек, а 18 киловатт ночных только 15 гривен. Вот, видите, то есть не в 2 раза у меня разница в цене, а получается аж в 4 почти раза. Да, 4 раза разница. То есть за ночное потребление заплатил только 15 гривен. А так бы пришлось бы заплатить в 2 раза больше. Ну да. Вот так вот оно происходит. И так что я вот лично советую всем двухтарифный счетчик. Вот, и думаю, что он окупится, даже если у вас нет там тепловых насосов. Ну, я свой ставил специально для теплового насоса, чтобы включать его ночью, больше ночью по ночному тарифу, потому что у меня и теплоаккумулятор есть возле теплового насоса, как бы это позволяет немного аккумулировать на день, использовать больше по ночному тарифу. Тем более это будет актуально, когда вот подорожает скоро электроэнергия. Кстати, опять отложили подорожание электроэнергии на месяц. Ну, я думаю, так боятся просто этих тарифных майданов. Но они все равно эту цену поднимут. Не на этот месяц, то на следующий. Вот, или после следующего. Но поднимут по-любому. Так что рассчитывать на то, что они нам простят это и не поднимут тариф, не стоит. Лучше готовиться к этому, какие-то там панельки покупать. Вот я же даже говорю, вот при таком вот, как у меня, использовании простом панелей, без инвертора, аккумуляторов, вот получается даже вот такая, как видите, довольно значительная экономия, что я вот 140 гривен всего за 2 месяца заплатил за электроэнергию, минимум вложил в строительство своей солнечной электростанции, вот, и сэкономил уже
больше 300 киловатт-часов, это больше 500 гривен я за 2 месяца, даже летом сэкономил. Когда включится отопление, я уже, кстати, тены купил, там такие сухие, классные тены, ну, потом я их покажу, вот, то экономия будет еще больше экономия. Вот как-то так оно получается у меня. Вот, пишите, как оно у вас получается экономить солнечных электростанций, сколько, ну там видео уже много выкладывали. Еще хотел сказать про окупаемость тоже, но, наверное, я пока что не буду говорить об этом, хотя многие этой темы как бы избегают, окупаемость солнечной электростанции, но я считаю, что она окупается, она реально окупается в буквальном смысле этого слова, не просто так вот, что вот мне приятно, я независимый, это уже окупилось там, или при первом выключении электроэнергии, но я считаю, что солнечные электростанции, они будут даже окупаться в прямом смысле по деньгах, и как только вот этот заработает новый тариф, придет мне новая квитанция с новыми тарифами, вот этими, которые уже... Ну, сейчас делать видео про покупаемости не имеет смысла, что-то там считать, если через месяц поднимут тарифы. То есть, как только придет мне квитанция с новыми тарифами, я сразу же посчитаю вот эту окупаемость моей солнечной электростанции, за сколько она мне окупится. Я думаю, что она очень даже быстро окупится. Вот. Такой вот тип электростанции, такой вот способ использования панелей, как у меня. И сразу же посчитаю со всеми цифрами, потреблением, все, сколько у меня будет окупаться мои солнечные панельки. Потому что, по сути, у меня с электростанцией моей солнечной, это только солнечные панели и простенький контроллер там на реле напряжения, который я уже много раз показывал, как я его сделал. Вот вся моя солнечная электростанция. Вот такое вот у меня получается потребление электроэнергии, такая вот экономия летом. Да, вот, ну, как-то так. Ну все, всем пока, до следующих видео, пишите там в комментариях, что вы об этом думаете, как бы можно было улучшить. Конечно, я стремлюсь подключить зеленый тариф, но это для меня сейчас очень как бы проблемно, у меня даже там... документы надо на дом еще делать и все такое. Ну, короче, это не так все просто, как кажется. Мне кажется, ну, в моем случае проще даже сделать было солнечную электростанцию, наверное. Ну, купить инвертор еще надо, естественно. Вот. Но это все как бы не так сложно, как мне казалось, с этими документами, этой приватизацией и все остальным. Вот, короче, такой вот неприятный момент, ну пока что мне этот зеленый тариф не светит, хотя я на него нацелен и всячески стремлюсь и думаю о нем, как бы это сделать. Вот, ну ладненько, всем пока, до следующих видео, и так уже забалакал долго.